Приветствую, капсулеры! Данный ролик нацелен не на новичков и даже, наверное, не на опытных игроков, а скорее на разработчиков. Но, возможно, с вашей помощью получится продвинуть данное предложение. Итак, что я хочу предложить? Это переработка имплантов. Ну, точнее, не самих имплантов, а переработка чипов, которые в них стоят, и метода их установки. В данный момент у нас присутствует система, в которой у нас есть импланты, в которые вовнутрь мы втыкаем чипы. Что, конечно, выглядит красиво, но не очень удобно, когда нужно между имплантами переставлять чипы. Постоянно возникают такие ситуации, когда мы андокаемся на корабле, стоит не тот имплант, или в нем стоят не те чипы, и это замечаешь далеко не сразу. Бывает, что это уже в каком-нибудь Дарманте происходит, и, соответственно, вся команда сливается, начинает писать в техподдержку, что вот, опять там имплант не переставили, техподдержка занимается этой ерундой, восстанавливает эти корабли. В общем, не очень удобно. У нас нет никакого... есть предупреждение о том, что оружие, которое установлено на вашем корабле, не соответствует типу импланта, но и все. То есть, например, у меня есть вот материал, на нем снайпер мод стоит в данный момент. Но у меня есть другой материал, который под сдерживание заград огня. И они разные, между ними мне приходится переставлять чипы постоянно, потому что чипы в них практически одинаковые. То есть, например, вот этот чип, вот чипы на ежике приходится переставлять в сдерживание заград огня. Постоянно заниматься этим мини-квестом. А когда у нас становится много чипов, они рассовываются по другим имплантам. Надо вспоминать, где какие импланты стоят, где какие чипы, где что в них лежит. Например, у меня, по-моему, в термальной циркуляции стоит чип на откачку, да. Чип на АБшку у меня здесь стоит, что чем я даже не помнил. Соответственно, постоянно забывается это. И это неудобно. Что я предлагаю? Я хочу интегрировать чипы и импланты в оснастку корабля. Я сделал, как это должно примерно выглядеть. И это что нам даст? Это сразу же привяжет импланты к кораблю, о чем народ много времени просил. Привяжет чипы к кораблю. И это, кстати, отлично подойдет к обновлению, где у нас можно будет называть корабли, каждому кораблю давать название свое уникальное. Да, система выглядит не очень, не так эффектно, как сейчас, но она основана на текущей оснастке, это можно будет сохранять, передавать, там делиться. То есть у нас просто расширяется функционал оснастки. Туда мы впихиваем импланты. Итак, я даже сделал, отфотошопил немножко, как это должно выглядеть. Так, первое наше изображение, это дополненная оснастка. То есть, как наша оснастка выглядит сейчас. Вот. У нас снизу есть значок такой гаечного ключа, нажимая на который мы заходим в интерфейс RIG. В мной предлагаемом мы этот значок гаечного ключа подвигаем и рядом с ним располагаем значок имплантов. Нажимая на этот значок, мы переходим на интерфейс импланта. Вначале, когда ничего не установлен, имплант никакой, у нас все заблокировано, то бишь те же самые 6 слотов под чипы, 2 слота под пассивные навыки и 1 слот, собственно, под сам имплант. Выглядит, в принципе, все логично. Итак, продолжаем дальше. Третья картиночка, это у нас воткнут имплант. В данный момент это имплант просто 30 уровня, который не... от 30 до 35 уровня. То есть где-то так. 31, 32, 33, 34 уровня. Поскольку открыто только 4 слота под чипы. В нем не выбраны пассивки, это просто установлен имплант и все. Итак, четвертая картинка. Это имплант условно 15 уровня. У него есть доступна одна, первая пассивка. И открыты 2 слота под чипы. А вот так, как на пятой картинке, выглядит имплант 30 уровня с открытыми пассивками. Выглядит все, в принципе,
удобно и естественно. А вот так выглядит имплант 30 уровня с установленными чипами. То есть этот же имплант, я вот сейчас вам покажу, как он у меня выглядит. Вот так он выглядит у меня. Ну, чипы похожи у меня на один уровень, но в целом те же самые чипы, то же самое количество, те же самые пассивки, тот же самый имплант, но все это в оснастке. Это можно сохранить, можно передать, можно привязать к кораблю. То есть заходим в другой корабль, там уже другие чипы, другие импланты, другой пассивки. Соответственно, что еще нужно будет переделать? Чипы нужно будет сделать как библиотека наша. То есть, покупая чип, он у нас остается на персонаже, не где-то в ангаре. И он просто вот вы его активировали, он у вас привязался к персонажу. Можно активировать чипы, которые более высокого уровня, и они к вам привяжутся. Их нельзя продать, передать после этого. Это нужно, собственно, для баланса, поскольку сейчас, по идее разработчиков, у нас, если мы хотим ставить одинаковые чипы в разные импланты, мы просто покупаем копию этого чипа. Но поскольку это слишком дорого, многие, как и я, берут один и тот же чип и переставляют его между имплантами, что доставляет огромное количество неудобств. Но при этом, да, экономия денег. Ну, поскольку деньги серьезные, все этим занимаются. Те же самые 10-е чипы там на МВД, они могут и 15 миллиардов стоить. Который, собственно, вот здесь стоит в моей примерной оснастке. Так, чипы будут как библиотека работать, и выбираться они будут так же, как просто модули. То есть мы заходим в интерфейс там слотов под чипы, и у нас список наших доступных чипов, которые мы просто проворачиваем, и все. То есть там показан самый топовый чип, доступный нам, и все. То есть если у нас есть, например, 5-й чип, мы ставим там на МВД, мы хотим купить себе 7-й, мы покупаем, ну или там выбиваем 7-й уровень, и при его установке у нас сгорает наш 5-й, так же как работает с имплантами. То есть если у нас сейчас зеленый имплант, мы устанавливаем там фиолетовый, у нас зеленый сгорает с сохранением прокачки. А тут, ну, он просто сгорает и все. Это немножко не даст перенасытить рынок чипами, потому что иначе его просто все скупят нужные себе чипы, и там будет лежать огромное количество ненужных. Я тут забыл уточнить. При установке чипа в оснастку он не тратится, он как бы бесконечный. Вы можете его устанавливать на неограниченное количество кораблей, и при смерти он ничего не сгорает, не упадает, ничего с ним не происходит. На компенсацию он не влияет. То есть это просто позволяет нам использовать один и тот же чип в разных кораблях, в разных имплантах, не переставляя его. Собственно, данное предложение позволит разгрузить нашу не слишком любимую техподдержку, но зато она хотя бы начнет работать не с пингом в пару месяцев. И при этом это намного облегчит жизнь игрокам, улучшит их впечатление. Особенно, ну, в том же самом PvP. Часто бывает такая ситуация, когда вы погибаете на вашем корабле, у вас где-то недалеко есть запасной, вы на него садитесь, прыгаете, врываетесь в бой и вспоминаете, что у вас не тот имплант стоит, и вы абсолютно бесполезны в этом бою. И в лучшем случае вы просто убегаете из этого боя, а в худшем вас просто очень быстро сбивают. Возможно, вы даже не успеваете понять, что произошло. Потому что зачастую чип может очень сильно зарешать, что там у вас, условно, ДПС будет сильно ниже или выше. То есть на импланте с баражем у меня на мочалке 8500 ДПС в ланге, а без него как бы 2600. И разница гигантская. Или скорость тоже очень низкая. У меня на цепторах скорость там в районе 6000 без чипа, а с чипом там и 8,5 может быть. Так что... И бывает из-за этого вообще хочется удалить игру из-за таких моментов. Так что надеюсь, вы поддержите мое предложение. При возможности, когда там какие-нибудь разработчики будут спрашивать, что хотелось бы игрокам видеть в своей игре, вы вспомните про это предложение. В целом я его донес уже до разработчиков, но они меня, так сказать, мягко говоря, послали, заявив то, что они заняты сейчас
титанами, во что на самом деле я слабо верю, ибо эти титаны давным-давно готовы, а сами разработчики мало представляют, что реально нужно игрокам, потому что, ну, чипы это уже насущное дело, импланты, мы сейчас ими постоянно пользуемся, все абсолютно, и приведение ее к более логичному виду и более удобному намного улучшит наше впечатление от игры, и, соответственно, у разработчиков будет больше доната, больше денег, и все будут в плюсе. Так что удачных вам полетов и поменьше проблем с имплантами. Также под этим роликом, где-то в течение суток после выхода, я буду разыгрывать месяц до Омеги. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам надо написать, в принципе, любой комментарий. Можно, главное, чтобы в нем был ваш игровой никнейм, куда вы хотите Омегу, 11 цифр после него, ну, как бы ваш игровой тег. И вы должны быть подписаны на мой канал. И у вас должны быть открыты подписки, чтобы я мог проверить, что у вас, ну, подписан на мой канал. Потому что, например, в прошлом розыгрыше я довольно долго пытался выбрать победителя. То есть я случайным образом выбирал комментарий, заходил на аккаунт человека и выяснялось, что он либо не подписан на меня, либо у него закрыты подписки. Либо он не написал свой ник и тег. Так что будьте внимательны. И безопасного вам полета.